Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео предназначено для тех, кто уже знаком с программным обеспечением TIA Portal и желал бы познакомиться с HMI, визуализацией промышленных процессов. Желательно предварительно познакомиться с предыдущим проектом HMI, мой первый проект, и теорией введения в HMI. С помощью кнопки на экране операторской панели будем включать лампочку. Лампочка при этом встроена в кнопку. Под включением лампы будет подразумевать изменение фонового цвета самой кнопки. При каждом нажатии на кнопку мода она будет изменять свой цвет. Первым шагом необходимо вставить программируемый контроллер соответствующей версии в проект. Вторым шагом будет разрешить симуляцию для виртуального контроллера. Установите галочку в карте Protection проекта PLC. Откройте карту проект Properties Protection. Для включения виртуального контроллера PLC Sim можно выделить проект PLC1 и нажать кнопку Start Simulation. При этом автоматически производится загрузка проекта виртуальный контроллер. После окончания загрузки проекта включите Run на виртуальном контроллере. Лампа должна быть зеленая. После окончательного создания проекта PLC загрузите проект в контроллер снова. Создадим новый проект. Введем в проект новый контроллер. 1214 CPU 1214C DC. У нас будет виртуальный контроллер версии 4.0. Контроллер создан. Теперь необходимо разрешить симуляцию. Правой кнопкой нажать на проекте, выбрать свойства. На вкладке Protection включить Support. Для того, чтобы включить виртуальный контроллер, можно выделить проект контроллера и нажать кнопку Start Simulation. Он автоматически производит загрузку проекта. Правда, сейчас этот проект пустой. Не забудьте после окончания проекта вновь загрузить виртуальный контроллер. Включим сразу же Start модуль. И лампочка должна быть зеленой. Виртуальный контроллер готов к работе. Вставьте в проект операторскую панель HMI. Например, это будет Basic KTP400. Система предлагает автоматически настроить HMI проект. Первым шагом необходимо установить связь с программируемым контроллером. Все оставшиеся шаги в автоматической настройке, кроме пункта Buttons, можно принять по умолчанию и нажать кнопку Finish. В последнем шаге желательно обрезетить кнопки Buttons. Создадим HMI проект. Для этого вставим новую диспетчерскую панель HMI. Пусть это будет Basic панель 4 дюйма KTP400. Система автоматически предлагает настроить проект, при этом первый пункт самый важный – создание сети. Все остальные пункты можно принять по умолчанию, может быть только стереть системные кнопки и нажать кнопку Finish. Таким образом проект создан. В этом HMI проекте имеется два скрина. Тег – это переменная контроллера, которые имеются название и формат, а иногда и адрес. Различают однобитовый формат буль, а также многобитовые форматы. Наиболее популярные из многобитовых форматов это integer. Декларировать теги можно как в таблице тегов, например default table, так и в блоке данных. Для переменных таблицы тегов необходимо также указать адреса ячеек памяти, которые будут резервированы для этой переменной. В блоке данных у переменных нет адреса. Дополнительное преимущество в том, что переменным, иначе тегам, можно присваивать в режиме симуляции новые значения. Итак, вставьте однобитовый тег, мода, выберите тип данных буль. Скопируйте из блока данных
переменную моды и вставьте в HMine проект. Создадим теги в PLC проекте. Для этого создадим дата-блок. В дата-блоке введем новую переменную. Пускай это будет моды с типом данных буль, булевая величина. Скопируем эту переменную и вставим в HMine проект. Откроем HMine tag, выберем Default Tag Table. Тут уже есть одна переменная и вставим сюда новую переменную. Откройте экран RotScreen и вставьте на экран кнопку с надписью моды. Присвойте кнопке новые действия на карте Event. Выделите действие клик и выберите функцию Edit Bit, Invert Bit. На экран RotScreen вставим объект визуализации, кнопку. Ненужную надпись сотрем. Ставим на экран кнопку с надписью моды. Отформатируем эту кнопку, увеличим в размере. Выберем формат текста, сделаем немножко покрупнее. Выберем текст. Теперь присвоим кнопке моды функцию set edit bit, выберем invert bit. Для переменной моды поставим галочку. Для настройки анимации необходимо выделить кнопку и присвоить ей анимацию, например, Appearance. Для вкладки свойства Properties Animation Appearance. Свяжите ее с тегом моды. Выберите для каждого значения тега моды свой цвет. Например, для уровня range равен единице соответствует горению лампы. Выберите светло-зеленый цвет. В этой же кнопке присвоим анимацию. Выделим кнопку, выберем вкладку анимация, выберем анимацию Appearance, изменение внешнего вида, введем переменную, булевую переменную моды, включим тип переменной для нуля введем цвет, не будем изменять, а для значения единицы, range единица, изменим цвет на светло-зеленый, как будто лампа горит. Проект создан, и теперь его необходимо загрузить в PLC проект контроллер при нажатии на кнопку Download. Вторым шагом необходимо запустить HMine визуализации. Для этого нажмите кнопку Start Simulation, предварительно выбрав HMine проект. Для контроля работы устройства необходимо нажать кнопку моды на панели устройства HMine. Убедитесь в том, что кнопка лампа HMine панели реагирует на нажатие кнопки, изменяет свой цвет, а тег моды изменяется в дата-блоке. Измените значение тега моды в блоке данных, выберите функцию Modify Value правой кнопкой и впишите новое значение 1 или 0. Убедитесь в том, что кнопка лампа HMine панели реагирует на изменение тега. Готов. Для контроля работы HMine проекта необходимо проект загрузить, PLC проект загрузить, выбрать слот X1,
Загрузили. Теперь выделить HMine проект и включить симуляцию. Панель симуляции включена. Посмотрим, как она работает. При каждом нажатии на кнопку мода она будет изменять свой цвет. Также этот проект можно развить таким образом, чтобы загоралась лампочка. Кнопка будет работать как кнопка, и лампочка у нас отдельно. Выберем примитив или вставим из графической библиотеки лампочку и присвоим этой лампочке анимацию. Тоже выберем анимацию Appearance, эту же самую. Выберем эту же самую переменную мода. И таким образом по величине переменной будем присваивать цвет. Пускай цвет будет первый белый, а при значении единица эта лампочка будет изменять свой цвет на красный. Для того, чтобы было красивее, изменим цвета кнопки. Для включения она вот здесь будет гореть зеленым цветом, а для выключения она будет гореть каким-нибудь розовым. Проверим анимацию. Нажмем на кнопочку, цвет лампы изменяется. Таким образом у нас есть отдельно лампа и отдельно кнопка. Также можно ввести две кнопки и использовать другой event Set и Reset Bit. Спасибо за внимание.